Адам Брукс почти 30 лет проработал рейнджером в Большом национальном парке. Он был одним из самых опытных в команде и знал лес так, будто тот был частью его самого. Ему не нужен был GPS. Он помнил тропы, знал, где появляются браконьеры, и чувствовал, когда погода делала маршруты опасными. 15 лет назад, во время обычного патруля, Адам услышал выстрелы. Он побежал на звук и нашел мертвую тигрицу и 2 раненых детенышей. Один почти не мог ходить, лапа была раздроблена. У второго была глубокая рана на спине. Адам понимал, что должен доложить, но знал. В центре спасения у них почти не было шансов выжить. Тогда он принял рискованное решение. Отнес тигрят в заброшенную хижину в самой глухой части парка. Несколько недель он тайно ухаживал за ними, обрабатывал раны, кормил, согревал. Они выжили. Тот, что был с поврежденной лапой, оправлялся дольше, но в конце концов тоже смог бегать, хотя на лапе остался длинный шрам. Когда тигрята окрепли, Адам выпустил их в лес. Один из них задержался на секунду и посмотрел на него, прежде чем исчезнуть в зарослях. С тех пор Адам никому об этом не рассказывал. До пенсии оставалось всего 5 дней. Его сын Майкл звал его жить в ближайший город. Коллеги готовили прощальный вечер. Но Адам был неспокоен. В одной отдаленной зоне снова заметили браконьеров. Он настоял, чтобы в последний раз пойти в патруль с молодым рейнджером по имени Дэн. Через несколько часов пути они услышали выстрел. В чаще скрывались 3 мужчин с оружием. Когда рейнджеры попытались приблизиться, один из браконьеров открыл огонь. Дэн упал раненый в ногу. Адам попытался прикрыть его, но получил пулю в грудь. Падая, он увидел нечто странное. Из леса к ним мчался огромный тигр. Перед тем, как потерять сознание, Адам заметил на его лапе длинный знакомый шрам. Адама признали мертвым. Тело доставили в лагерь, врач подтвердил отсутствие признаков жизни. Майкл настоял, чтобы похороны прошли прямо в парке. Когда церемония была в разгаре, из леса вышел тигр. Он не рычал, не проявлял агрессии. Медленно подошел к гробу, обнюхал его и лег рядом. Люди стояли в полном молчании. Майкл заметил шрам на лапе и вдруг почувствовал, что что-то не так. Поведение животного было слишком спокойным, осознанным. Он приказал открыть гроб и срочно отвезти тело в медпункт. Аппаратура показала слабейший пульс. Адам был жив. Он провел несколько дней в коме. Врачи не могли объяснить, как он вообще продержался столько времени без помощи. Пуля не задела жизненно важные органы, но шансов было крайне мало. Если бы тигр не появился, Адам умер бы окончательно. После выздоровления Адам отказался уезжать в город. Он поселился в небольшой хижине у границы леса. Иногда помогал молодым рейнджерам, учил их читать следы и ориентироваться. По вечерам он сидел на крыльце с фонарем и слушал лес. Иногда вдалеке раздавался тигриный рык. Адам знал, кто это. Ему не нужно было видеть его снова. Он уже понял. Однажды он спас жизнь, и спустя годы жизнь вернулась к нему тем же самым способом.